Осень уже полностью вступила в свои права, и не успели мы моргнуть глазом, как почти закончился первый осенний месяц. А у нас уже традиционно накопилось много интересных новостей из мира здоровья и медицины. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня в выпуске. Ученые назвали пыткой необходимость рано вставать на работу. Операцию по пересадке головы могут провести уже в следующем году. Мужчины тратят 3 недели своей жизни на ожидание второй половины в магазине. Если хотите завести ребенка, сократите потребление спиртного. 1 большой бокал вина, выпиваемый в день, уменьшает вероятность зачатия ребенка. По словам ученых, спиртное в больших количествах вмешивается в женский цикл и повреждает яйцеклетку. Однако совсем небольшие объемы потребления алкоголя безопасны. Ученые исследовали этот вопрос на примере 6120 женщин в возрасте от 21 до 45 лет, которые пытались зачать с июня 2007 года по январь 2016 года. Все женщины рассказывали, как часто они пили и что именно. Оказалось, женщины, выпивавшие минимум бокал вина в день, 250 мл или 14 порций в неделю, на 18% реже зачинали ребенка в течение года. Но если женщина выпивала от 1 до 13 порций, вероятность зачать не уменьшалась. То есть не всегда необходимо полностью отказываться от спиртного. Однако много алкоголя в жизни женщины может не только нарушить менструальный цикл, но и навредить плоду на ранних стадиях развития. Если в паре имеются проблемы с зачатием, ученые советуют обоим партнерам урезать потребление спиртного. Мужчины тратят 3 недели своей жизни на ожидание второй половины в магазине. Исследователи из компании Andrews Air Conditioning опросили 2000 человек. Опрос показал, представители сильного пола при каждой поездке за покупками со своей партнершей проводили примерно 23 минуты стоя около магазина или примерочной. В среднем пары выбирались в магазины 2 раза в месяц. То есть мужчины ждут своих партнерш в магазинах в течение 47 минут в месяц и 9 часов 22 минуты в год. Так, за всю жизнь среднестатистический представитель сильного пола тратит на это около 24 дней. Половина мужчин ходила за своей партнершей по магазинам, а 37% находили себе место по пути и ждали там. Некоторые стояли или сидели у входа в магазин, заходили в интернет, переписывались или разговаривали с друзьями по телефону. А каждый 10-й покупал себе в это время еду или напитки. Более трети пар сказали, что совместный поход по магазинам становился причиной конфликта. Примерно каждый 10-й участник мужского пола наотрез отказывался сопровождать свою партнершу во время шопинга. Американские специалисты опубликовали список из 5 самых редких заболеваний. На первом месте стоит синдром Алисы. Это расстройство головного мозга, из-за которого человек воспринимает предметы в искаженном виде. И, как правило, данное отклонение проявляется ночью. Также этот недуг называется синдромом лилипутских галлюцинаций Тода. Причины болезни не установлены. Люди с недугом ощущают изменения образа тела или окружающего мира. А по этой причине предметы или даже части своего тела им кажутся меньше или больше, чем в реальности. Вторая позиция – синдром Катара, синдром зомби, характеризующийся тем, что человек считает себя мертвым. Как результат, он не ест и не пьет. Обычно данный синдром идет на фоне прочих психических отклонений. Его открыл французский невролог Жюль Катар и впервые описал в 1882 году. Помимо убежденности в своей смерти, пациенты могут говорить, что потеряли части тела или душу. Третье место занимает синдром чужой руки. Данное заболевание связано с непроизвольными движениями рук. Пример. Одна рука застегивает пиджак, а вторая тут же расстегивает. Таким образом, вторая рука может восприниматься как чужая и даже проявлять агрессию. Иногда рука душила человека. Четвертое место у аквагенной крапивницы или аллергии на воду. При контакте с водой у человека появляется сильный зуд. Данный недуг чаще проявляется в период полового созревания, полностью лишая возможности умываться или купаться. Особо сильная аллергия проявляется при попадании воды в области шеи, рук, на верхнюю часть туловища.
А замыкает пятерку синдром каменного человека. Это генетическое заболевание, приводящее буквально к отвердеванию тела после каждой травмы. Постепенно синдром ведет к полному параличу вследствие отвердевания мышц и связок. Воздействие ультразвука может быть опасно для ребенка в утробе матери. Предыдущие исследования, проведенные на мышах, показали, что УЗИ во время беременности приводило к возникновению у детенышей симптомов, характерных для аутизма. В ходе нового исследования ученые из Университета Вашингтона изучали не причины аутизма, а тяжесть его симптомов. Исследователи проанализировали данные 2644 семей и установили, что УЗИ в первом триместре беременности повышало тяжесть симптомов аутизма. Наибольшему риску оказались подвержены дети с генетическими вариантами, связанными с аутизмом. Корреляции между аутизмом и УЗИ во втором-третьем триместрах беременности специалисты не обнаружили. Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, крайне негативно относится к вейпам, мини-кальянам и электронным сигаретам. Он предлагает их запретить. Отчасти все упирается в пропаганду курения. Мы наблюдаем сегодня ренессанс в виде того, что в наши страны снова вернулась агрессивная реклама пива, якобы безалкогольного. То же самое, когда имитируется процесс курения, привычка, когда наряду с паровыми выпускаются и кассеты с никотином. Это все равно, что насвай, который вдруг оказался в нашем российском законодательстве. Сегодня пар, завтра никотин. Надо запрещать, комментирует Онищенко. Отметим, что рост популярности вейпов и электронных сигарет приходился на 2013 год, когда заработали ограничения на курение в общественных местах. До сих пор пункта об электронных сигаретах и кальянах в законодательстве нет. Между тем, в начале сентября этого года чиновники предложили ограничить продажу никотин-содержащей жидкости для электронных сигарет несовершеннолетним. Плюс обсуждается возможность введения со следующего года акцизов на жидкость для электронных сигарет. Кесарево сечение обрекает ребенка на ожирение. Кесарята чаще остальных детей страдают ожирением, говорит новое исследование. Гарвардские ученые связывают данный факт с особенностями самой операции. Итак, кесарево сечение повышает риск ожирения в подростковом и взрослом возрасте на 15%. Дети, не родившиеся естественным путем, лишены контакта с полезными бактериями, обитающими в родовых путях матери. Эти бактерии способствуют формированию иммунной системы и готовят обмен веществ к реальной жизни. В доказательство ученые приводят данные более 22 тысяч человек. Они проводили проверку, когда людям было от 9 до 14 лет и от 20 до 28 лет. Если в первой возрастной вилке кесарево сечение давало повышение риска ожирения на 15%, то во второй вилке на 10%. Более того, оказалось, у кесарят в желудочно-кишечном тракте микрофлора больше напоминала ту, что обитает на поверхности кожи, а у людей, рожденных естественным путем, флора была приближена к норме. Между тем известно, микрофлора может повлиять на обмен веществ, объемы потребления пищи и ее характер. Ученые не рекомендуют мужчинам носить мобильный телефон в кармане брюк. Есть основания полагать, что радиация, исходящая от телефона, уменьшает количество сперматозоидов, если источник излучения длительное время находится рядом с мужскими гениталиями. Более того, оставшиеся сперматозоиды могут иметь следы повреждений. Сотрудники университета Ньюкасла связывают использование телефонов с проблемами с фертильностью. В распоряжение ученых поступили несколько исследований, касавшихся влияния излучения. В большинстве изысканий описывались повреждения, которые затрагивали подвижность сперматозоидов, деятельность реактивных форм кислорода и нарушение ДНК. Радиация от телефона давала 8% снижение подвижности сперматозоидов и 9% снижение их жизнеспособности. Кстати, Всемирная организация здравоохранения относит излучение телефонов к возможным канцерогенам. Сотрудники Университета Вирджинии проанализировали данные 100 женщин в возрасте от 23 до 44 лет и установили, наиболее сильное сексуальное желание представительницы прекрасного пола испытывали во время овуляции, примерно за 10-16 дней до следующей менструации. По словам исследователей, именно в этот период созревает яйцеклетка и женщина может забеременеть. Другое исследование показало, сексуальное желание у мужчин и женщин просыпается в разное время. Так женщины
предпочитают заниматься сексом с 11 вечера до 2 часов ночи. Пик сексуального возбуждения у них приходится на 23-21. А мужчины в сексуальном плане гораздо активнее в утренние часы между 6 и 9 утра. Самое сильное желание они испытывают в 7:54. Кроме того, уровень сексуальной активности у женщин и у мужчин отличается в течение недели. Чуть больше, чем у половины мужчин, участвовавших в исследовании, половое влечение было довольно постоянным. У 36% женщин оно зависело от настроения. Ученые рекомендуют сердечникам заводить котов. Коты производят терапевтический эффект, доказали российские ученые. В Волгоградском государственном университете установили, что коты нормализуют давление и сердечный ритм. Секрет в кошачьем урчании. И его влияние протестировали на 20 студентах. У добровольцев измеряли давление, пульс, снимали кардиограмму в самом начале эксперимента. Далее им давали прослушать в течение 10 минут запись с урчанием котов в диапазоне от 100 до 120 Гц. Параллельно добровольцам показывали фото котов. После этого оценка состояния добровольцев проводилась повторно. По словам ученых, кардиограмма менялась буквально на глазах, приближаясь к норме. Изначально давление было повышенным – около 126 мм ртутного столба у девушек и 155 мм у молодых людей. Но урчание позволило снизить давление у девушек до 119 мм, а у молодых людей до 152 мм. Сердечный ритм стабилизировался у всех добровольцев. Диапазон урчания у кошек варьируется примерно от 20 до 150 Гц. Есть основания полагать, что вибрация на частоте 20-35 Гц стимулирует подвижность суставов. От 25 до 50 Гц – восстановление костной ткани. Регенерацию сухожилий на частоте 120 Гц. А боль снижается на частоте 50-150 Гц. Операцию по пересадке головы могут провести уже в следующем году. Об этом заявил нейрохирург Серджио Канаверо из Туринского университета. Он собирается пересадить голову российского программиста Валерия Спиридонова на новое тело. Пациент страдает от неизлечимой спинальной мышечной атрофии. Канаверо опубликовала результаты 3 последних экспериментов на животных, которые, по его мнению, доказывают, восстановить функцию спинного мозга возможно. Ученый работал со специалистами из Университета Южной Кореи. Команда пересадила голову собаки, парализованной после травмы шеи. Через 2 недели животное снова смогло ходить. Кроме того, исследователи провели эксперименты с мышами и крысами. Они прошли не столь успешно. Так у мышей двигательные функции не восстановились, а 4 из 5 крыс погибли при наводнении. Правда, 5-я крыса начала ходить спустя некоторое время после операции. По мнению критиков, выводы неубедительны, так как нейрохирург провел слишком мало опытов. Также некоторые подозревают, что команда скрыла часть информации. Тем не менее, Канаверо планирует провести операцию на человеке ближе к концу 2017 года. Скорее всего, она пройдет в одной из больниц Вьетнама. Ранее об операции рассказал Валерий Спиридонов. По его словам, она будет длиться 36 часов. Голову от тела отделят не больше, чем на 1 час. Около месяца россиянин проведет в коме. После того, как все нервные окончания срастутся, потребуется время на реабилитацию, примерно год. Специалисты назвали пыткой необходимость рано вставать на работу. По мнению Пола Келли, профессора Оксфордского университета, и его коллег, необходимость ежедневно вставать на работу к 9 утра – самая распространенная пытка в современном обществе. Подобный распорядок дня для нас не подходит. Он расходится с нашими циркадными ритмами. Внутренние органы, такие как сердце или печень, работают по другому расписанию, а изменить его нельзя. А вот перенести начало рабочего дня на 10 часов утра можно. Ученые отмечают, 8-часовой рабочий день был введен в Великобритании в XVIII веке для круглосуточной работы фабрик и заводов. Экономическая ситуация с тех пор сильно изменилась, поэтому исследователи настаивают на переносе начала рабочего дня. Кстати, в одной британской школе провели эксперимент. Начало занятий перенесли с 8:30 на 10 утра. Благодаря этому успеваемость школьников повысилась на 19%. Специалисты добавляют, стресс, вызванный нарушениями сна, повышает риск хронических заболеваний. Продуктивность сотрудников снижается, они часто берут больничные, и компании теряют деньги. Внесение предложенных учеными изменений поможет это предотвратить. На сегодня это все.
А еще больше новостей и всего самого интересного, полезного и даже загадочного, связанного со здоровьем, можно узнать, посетив наши паблики на сайтах ВКонтакте и Одноклассники. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!